Привет, друзья! В этом видео вы узнаете про трюки в Windows PowerShell. Погнали! И в самом начале я хочу ответить на вопросы, которые вы задаете в комментариях. Вопрос номер 1. Павел, почему в своих видео вы рассказываете про Windows PowerShell 5.1, который используется в Windows и устанавливается по умолчанию, ведь это уже устаревшая версия, и современная версия PowerShell версии 7.1 или там 7.2, какая уже последняя, не помню. Почему вы не рассказываете про нее? Во-первых, потому что я обычный Exchange администратор, я работаю с серверами Windows, и поскольку в них установлено уже на любом сервере Windows PowerShell 5.1, то поэтому я рассказываю про эти версии, потому что это то, с чем я работаю каждый день. Те, кто работает с последними версиями PowerShell, кому они действительно нужны, тем вообще не нужны мои эти трюки, про которые я рассказываю, потому что, как правило, это ребята хорошо прокачанные в PowerShell, и им просто неинтересно то, что говорю я. Поэтому я рассказываю про Windows PowerShell 5.1. Когда у меня уже трюков про Windows PowerShell 5.1 не останется, тогда я уже займусь последней версией, может быть. Вопрос номер 2. Кому нужен этот PowerShell, ведь даже уже в Циске используется графический интерфейс, все управляется галочками, кнопочками, а ты тут рассказываешь про PowerShell. Кому это надо? На мой взгляд, это ошибочное заблуждение. Просто скажу, что без PowerShell никуда, и наоборот, Microsoft его же придумала уже очень давно, и все эти облака, все это гораздо быстрее администрируется, и серверы администрируются из Windows PowerShell. Просто нужно наработать практику, чтобы это действительно все набор команд был удобен. Поэтому я за PowerShell, и PowerShell нужен всем и всегда. Вопрос номер 3. Что там с курсом? Ответ будет короткий. Ребята, я работаю над курсом каждый день. Да, бывает такое, что я не работаю пару недель, но я стараюсь каждый день сделать маленький шажок, чтобы курс завершить. Уже сделано 6 уроков из 16. Да, это немного, но, к сожалению, пока вообще нету времени. Я очень стараюсь, и курс будет классный. 4-й вопрос. Это: Павел, а зачем вообще нужен ваш курс по PowerShell? Ведь уже столько много информации, есть прекрасный канал Юрия Лебедева, про который рассказывает про PowerShell. Бери, смотри, делай, и все хорошо. Друзья, курс по PowerShell нужен для того, чтобы... Вы же инженеры, вы же прекрасно понимаете, что каждый из нас решает задачу. Вот есть задача, нужен PowerShell, быстренько почитали, решили задачу и забыли. Остается куча белых пятен. И, например, чуть влево, шаг вправо, и вы не знаете точно. Наверное, так, примерно да. Мой курс — это прежде всего практика. Я подготовлю кучу заданий, то есть для того, чтобы мы читаем материал, потом выполняем задания. И в этом его ценность. То есть ты не просто должен просмотреть, как на ютубе, или прочитать книжку, прочитал 10 строк или 10 страниц, потом отвлекся и забыл, и все, и не прочитал. Нет, тут нужно будет знать, я буду на связи, я буду проверять каждое домашнее задание, и за это вы платите деньги. И первый лайфхак, с которого мы начнем, я назвал так: выбор только нужного. Как обычно мы работаем в консоли. Набираем get сервис, нажимаем Enter, и что происходит дальше? Нам приходится скроллить обратно наверх, чтобы посмотреть, что же там за сервисы у нас есть. Так? Чтоб такого не было, мы можем набрать команду more. Отлично, так мы сможем просматривать страницу за страницей. Да, такой нормальный себе вариант. Но more является на самом деле функцией, которая вызывает команду more.com. Это есть свой аналог, который лучше, чем more.com, и называется это так: outhost paging. И мы получаем практически то же самое. Немножко другая реализация. Но постранично и построчно, нажимая Enter, мы можем просматривать список сервисов. Но вообще это не наш путь, потому что, на мой взгляд, должна быть наработана такая техника. Чтобы вы не выводили на экран, нужно всегда набирать конструкцию select first 10. Эта конструкция вам посмотреть первых 10 значений и посмотреть названия выводимых столбцов. Можно, конечно, и через getMember посмотреть, если вдруг вам нужно вывести только определенные поля. Но если мне нужно сделать какой-нибудь VObject, я просто не помню, как называется конкретное поле, я вывожу первые записи и смотрю, например, display name это называется, а не просто name. Отлично, и теперь я уже могу делать VObject. VObject в данном случае ничем не поможет, потому что да, это он делает выборку, но он делает выборку конкретных значений. Мне нужно именно самое начало посмотреть. А еще самая крутая тема, которой я пользуюсь очень часто, она состоит из 3 букв, которые называются OGV, Out Grid View. То есть если мы делаем так, то вылетает окошко, в котором мы мало того, что видим больше, во-вторых, оно становится на первую запись, и в-третьих, тут же мы можем настраивать фильтр, какой нам нужно, выбирать статус равен чему, равен stopped или наоборот running, можем добавить еще имя
сервиса и выбрать только те сервисы, которые содержат DNS, ну, например, DNS-клиент. Я вам показал техники, которыми пользуюсь я. Покажите мне свои техники. То есть, если вам нужно посмотреть список сервисов, посмотреть, как называются поля, и чтобы это не скроллить, может быть, есть что-то еще, что я не знаю. Второй лайфхак, про который я буду рассказывать, я назвал «Открыть файл в ISE». Допустим, у вас есть какой-то старинный скрипт, который у вас запускается по расписанию, вы его когда-то написали, и работал он, а потом сломался. Ну, всякое же бывает. Взял и сломался. Вы его открываете, смотрите на текст, такие: боже, что это такое, что я тут делал? Ну, вы просто уже не помните. Данный скрипт просто читает содержимое файла, описанное в переменной. И вы такие: так, а что же в этой переменной содержится? Как обычно сделает большинство людей? Просто откроет файл open и начнет искать этот файл, там где там cscripts, ага, нужно выбрать еще txt, ага, вот тест, открываем, вот он. Ну, согласитесь, это неудобно, то есть, ну, не наш путь точно. Можно, конечно, еще сделать, что у нас mypass есть, пишем notepad, передаем mypass, нажимаем enter, открывается notepad, файл не может быть открыт, ну правильно, он же так не понимает, ему надо еще и путь указать правильный. То есть вот так нужно открыть. То есть нужно набрать notepad, скопировать этот путь. Но вы же понимаете, это не наш способ. То есть когда такая необходимость есть, можно поступить гораздо проще. У меня есть тут закомменченный блок. Если я его открою, то в нем есть вот такая конструкция. И мне нужно всего лишь открыть этот закомменченный блок, поставить сюда курсор, нажимаем Run Selection, и у нас в соседней вкладке открывается наш текстовый файл. Мы можем его просмотреть, провести какие-то изменения, вернуться обратно. То есть вот этот блок не занимает места, он в свернутом состоянии, это коммент, никакой роли не играет. Но когда нам потребуется, это, согласитесь, удобно. Третий пункт называется замена Ping и Telnet на TNC. Что это такое? Некоторое время назад я подумал вот о чем. Зачем я вообще запускаю CMD? CMD я запускаю только лишь для того, чтобы проверить, отвечает ли хост, или когда мне нужно проверить соединение по определенному порту, и мне нужно запустить Telnet. А еще, поскольку я почтовый администратор, то я периодически делаю тестовую отправку по SMTP, и для этого мне нужен Telnet. У меня даже есть видео на эту тему, вот посмотрите по ссылочке. И это было хорошо, потому что раньше можно было сесть на любой компьютер, который ты видишь первый раз, ты всегда запускаешь CMD и начинаешь запускать Ping или Telnet. Но с определенного времени PowerShell есть на всех компьютерах, и теперь никакого смысла запускать Ping и CMD я не вижу. Почему? Потому что появилась команда алиасом TNC, которая может проделать то же самое. После ее запуска я увижу, прошел Ping успешно или нет. TNC является алиасом. Полное название команды это testnet connection. Если я наберу дефис и нажму Ctrl пробел, то я увижу все параметры, которые может принимать testnet connection. И среди них я вижу traceroute, я вижу порт, то есть это замена Telnet. Ну и раз уж мы заговорили про порт, то давайте проверим, отвечает ли сервер mail.batabank.ru по 25 порту. То есть работает ли на нем почта. Нажимаем Enter, PowerShell коннектится, и мы видим, что mail.batabank.ru, PowerShell разрезолвил его IP-адрес, 25 порт, который мы указывали, и мы видим, что соединение прошло успешно. Соответственно, если мы дадим какой-нибудь mail1batabank.ru, то мы видим, что имя разрезолвить не удалось и пинг не прошел. Точно так же можно проверить какой-нибудь 443 порт HTTPS на сайте www.ru. Мы получаем IP-адрес, мы видим, что тест прошел. То есть быстро и очень удобно. Если мы наберем TNC без параметров, то он нам вообще покажет, есть ли доступ к интернету или нет с данной машины. Потому что он попытается пропинговать сайт интернет beacon msedge.net, и мы видим, что пинг успешный. Ну и раз уж мы заговорили про интернет, почему-то хочется сказать, что с помощью команды, которая должна быть обязательно у вас в OneNote, потому что запомнить это не просто, можно посмотреть внешний IP-адрес, под которым эта машина выходит в интернет, в частности мой сервер. Нажимаем Enter и видим IP-адрес, hostname, ну и так далее. И если у вас есть интерес к этой теме, то в описании к этому ролику вы найдете ссылку, по которой можно пройти и посмотреть все способы получения внешних IP-адресов с внешних сервисов с помощью PowerShell. Тут несколько серверов, и еще тут обновление есть, в котором тоже объясняются некоторые моменты. В общем, кому интересно, посмотрите. Мне периодически лень заходить на всякие внешние сервисы, чтобы посмотреть свой IP-адрес. Я просто открываю свой OneNote, копирую оттуда вот эту строчку и вставляю ее в PowerShell. У TNC есть такой значительный минус, и его нельзя сравнивать с полноценной заменой Telnet, потому что это всего лишь пинг, и это всего лишь проверка открытого порта. Но при использовании Telnet можно отправить письмо на почтовый сервер или провести какое-то взаимодействие. Не забудьте ролик посмотреть про отправку
почты по SMTP с помощью Telnet. Но TNC есть, и теперь это моя основная команда, которую я пользуюсь взамен пинга. Если у вас есть информация о том, что пинг все же в некоторых ситуациях работает лучше, чем TNC, напишите в комментариях. Четвертый лайфхак – это замена NS-Lookup на Resolve DNS. Еще вторая причина, по которой я пользовался CMD, когда нужно было резолвить DNS имена. Например, команда, которую я смогу набрать с закрытыми глазами в любое время дня и ночи, это NS-Lookup Q равно MX для какого-либо домена, и 4 восьмерки – это IP-адрес DNS-сервера Google. Потому что этой командой я пользуюсь очень часто, когда мне нужно просмотреть, какие есть записи у определенного хоста. Да, например, можно посмотреть MX записи, можно посмотреть A записи. Но это не мой путь, потому что я не хочу больше использовать CMD, я хочу использовать только PowerShell. Кстати, обратите внимание, я всегда использовал NS-Lookup для того, чтобы искать MX записи, для того, чтобы искать A, SRV, TXT записи. Но у меня даже в голове не было о том, что с помощью NS-Lookup можно искать реверсные записи, PTR. И я сейчас это попробовал, и оно нашлось. Ну понятно, что оно и должно было найтись. Для поиска реверсных записей я всегда использовал конструкцию ping-a и IP-адрес. А оказывается, можно еще и вон как. Как бы смешно это не было, но, друзья, это одна из причин, почему я записываю видео, потому что мне приходится перемалывать кучу информации при подготовке к видео, при записи видео, и вылезают вот такие забавные моменты. Когда ты чем-то пользуешься долгое время и не знаешь о том, что с помощью этой штуки можно делать еще и вот это. Ну да ладно, давайте вернемся к нашему Resolve DNS Name. Набираем дефис, набираем Ctrl пробел и видим, что мы можем ввести. Мы можем ввести точно так же, как и у нас локапа. Можем ввести тип записи, можем ввести сервер, поискать в DNS только, в кэше, не искать в хост файле. В общем, возможностей гораздо больше, чем у обычного NS-локапа. Я обычно указываю тип MX и сервер гугловый в самом начале, потому что эти параметры они остаются неизменными. А в конце уже пишу имя домена, для которого мне нужно найти определенные записи. Итак, я могу поставить MX записи для Бата.банка и для Яндекса. И, например, запись для MX Яндекс.ру. Вот, пожалуйста, IP-адрес MX Яндекс.ру. И поскольку это PowerShell и TNC поддерживают пайплайн, и им на вход можно передать не один адрес, а сразу несколько адресов, и они последовательно выполнят команду. То есть мы можем им передать десятки имен серверов, получить их IP-адреса. Поскольку это все возвращается тоже в виде массива, то мы можем навешать какую-то свою обработку, сортировку, какие-то выборки, какие-то фильтрации. И именно из-за этих вещей я не хочу использовать CMD, я хочу использовать PowerShell. Пятый лайфхак называется вызов ISE. Допустим, у меня открыто окно PowerShell, в котором я работаю, что-то там делаю. И если я работаю с эксченджами, то у меня всегда открыт Exchange Management Shell, а на рабочей машине у меня открыт Windows PowerShell. Ну мало ли что мне там пингануть надо. Но вдруг мне требуется вызвать ISE. Что я буду делать? Я могу открыть окно, вызвать PowerShell ISE, кликнув на значок. Я могу нажать кнопку Windows, набрать ISE. И в меню я увижу PowerShell ISE. И так я практически всегда делаю, когда вызываю какие-либо вообще программы. Никогда не тыкаю в меню. Но этот поиск на некоторых машинах может быть очень долгим. Но если открыт Windows PowerShell, то можно просто набрать ISE и запустится ISE. И если в ISE в командной строке набрать еще раз ISE, то запустится еще раз ISE. И так можно запускать сколько угодно. Но если у вас даже закрыто окно и открыт просто десктоп, можно нажать Windows X. Здесь подсвечивается Windows PowerShell. Можно набрать сразу I. И если вам нужно в административном режиме, то набрать просто букву A. У вас запустится Windows PowerShell. И вы набираете ISE. Вот можно так. То есть кому как удобно, пусть так и делает. Но если вам удобно, чтобы по Windows PowerShell ISE было у вас в меню, то не забудьте нажать правую кнопочку, перейти Open File Location и у ярлыка выбрать свойство Run as Administrator. Потому что если вы этого не сделаете, то некоторые командлеты будут работать неправильно. Или у вас не будет доступа. Шестой лайфхак называется последний элемент массива. Если вы пишете скрипты на PowerShell, то, возможно, перед вами стояла такая задача. То есть у вас есть строка, в которой есть название веб-сайта, и вам нужно выкусить отсюда или домен, ну или, допустим, доменную зону .ru. Если вы программировали на каких-нибудь языках ранее, то, возможно, вам известен вот такой алгоритм. Когда нужно вырезать под строку, у строки есть определенная длина, и нам нужно последних 3 символа отрезать. То есть мы вычисляем длину строки, -3, и вырезаем substring, начиная с вот этой позиции.
F8, мы видим, .ru у нас вырезалась. Но это не наш путь, не путь PowerShell. Опытные перцы, конечно же, вырежут .ru с помощью какой-нибудь регулярочки и пойдут дальше писать скрипт, ничего не заметив. Но регулярочки нужно уметь писать. И если вы проходили мой курс по Notepad++, то уж такую регулярочку вы точно напишите, потому что у меня есть в моем курсе по Notepad++ целый урок, посвященный регуляркам. Там есть приведена куча шаблонов стандартных. И для того, чтобы пройти этот урок, посвященный регуляркам, нужно выполнить задание. И скажу я вам, оно там не очень простое. Поэтому все, кто прошли мой курс по Notepad++, те умеют это делать. Если вам интересно, то 3 дня будет действовать скидка 10% на мой курс. Код скидки и ссылочки будут в описании. Но существует еще один более простой способ, который выглядит так. Поскольку в нашей строке в качестве разделителя используются точки, то мы эту строку можем разбить по точкам, и у нас будет массив, который будет состоять из 4 строк. www.exchange-domain.ru. И как вы помните, мы можем обращаться к элементам массива с помощью индекса. Нулевой это будет www, 1 exchange domain 2 и 3.ru. Мы, конечно, можем оставить вот так, но это потому, что у нас 4 строчки в одной строке. Если мы, допустим, домен будет вот такой, то наша конструкция уже работать не будет. Видите, то есть у нас уже не ru, а ничего. Поэтому, чтобы всегда получать доступ к последнему элементу массива, мы можем использовать -1. .ru, и сколько бы у нас здесь не было доменов, мы всегда будем получать последний элемент массива. Круто же! 7-й лайфхак называется «Значение как массив». Когда вы пишете скрипты, кроме того, что скрипт должен быть хороший, грамотно написан, он должен быть еще читаем и понятен другому человеку. Для этого его нужно правильно отформатировать, но об этом как-нибудь позже в каком-нибудь другом видео. Но у вас может быть вот такая конструкция, когда вы формируете там строку и какой-то переменной, допустим, переменной А присваиваете строку определенного формата и через оператор F передаете данные для этой строки. То есть для того, чтобы все это прочитать эту конструкцию, нужно развернуть на весь экран. Строка у вас длинная, и это неудобно. То есть строки нужно как-то сокращать. Можно, конечно, воспользоваться бэктиком, но это как-то не очень удобно. А можно эту конструкцию переделать вот в такую. Присвоить все данные массиву и уже оператору формат передать массив. Выполняем, получаем то же самое. Вроде бы строчки одинаковые, но вот эта строка выглядит более компактной и более понятной. 8-й лайфхак называется «Корректная сортировка IP-адресов». Допустим, у вас есть 3 адреса, и вам нужно их корректно отсортировать. Такая задача может быть у любого администратора. Как это сделать? Ну, корректно и правильно. Ну, такие продвинутые админы, которые знают PowerShell, скажут: да я это сделаю PowerShell. Ну, давайте делайте. Угу. У нас есть массив. Передаем это командлету sort. Нажимаем Enter. И что мы видим? Ну, отсортировалось. Ага. 192 у нас оказалось выше 50. Ладно. Property. Ничего не поменялось. Обратный порядок. То же самое. Не сортируется почему-то. Ладно, тогда пойдем куда? Ха-ха-ха, скажете вы. Открою тогда Notepad++ и отсортирую в нем. Ну окей. Давайте сортируйте TextFX, Tools, Sort Line. Да, у нас отсортировалось, только почему-то 192 опять больше 50. Все это происходит потому, что как Notepad, так и PowerShell считает это строками, поскольку это строки, и внутри строк уже не происходит сортировка по числам. И хорошо, когда мы говорим про 3 адреса, пусть 10 адресов будет. А допустим, вам добавили еще вот такое количество адресов, вот 209 штук. Вы же руками их не отсортируете, правильно? Естественно, кто ходил на мой курс, тот знает, что есть тут в меню Edit Line Operation. И тут есть целая гора всевозможных сортировок. Если мы выберем Sort Lines лексикографически, то все как было, так и осталось. Если у нас информация идет в кавычках, то понятно, там одно, но дальше у нас цифра 110 больше 12. Понятно, что мы что-то сделали не так. Смотрим еще раз Line Operations, и там есть Sort Lines as Integers Ascending. Выбираем, и вот теперь у нас отсортировалось все правильно. То есть кто курс закончил, это все прекрасно знают. Но допустим, мы хотим это то же самое сделать в PowerShell. У нас же все-таки про PowerShell видео. Для начала эти данные нужно подготовить, для того, чтобы с ними можно было работать в PowerShell. Мы, конечно, можем это все поместить в файл, считать из файла и
Тогда у нас получится массив, и мы сможем его уже сортировать. Но давайте так делать не будем. Давайте посмотрим, что у нас умеет Notepad. Что нам нужно сделать, чтобы из этих IP-адресов получился массив у нас? PowerShell делает массив, когда видит в данных запятую, поэтому нам нужно все наши IP-адреса привести к такому виду. Кавычки и запятые. Как мы это будем делать? Ну, конечно, скажете вы, что в Notepad++ нужно просто, есть супер возможность. Это мы можем выделить с помощью альта с левой стороны колонку и вставить сразу для всех значений кавычки. Да, все правильно, но нам придется еще делать то же самое с правой стороны, а там мы так не выделим, или у нас будут пробелы, потому что нужно пробелы удалять. Поэтому это не наш путь. Наш путь — это выделить значение, нажать Ctrl-H и теперь заменить начало строки на значение, которое будет найдено регэкспом, и перед этим значением вставить кавычку. Для наглядности буду эти операции выполнять последовательно. Делаем Replace All, и мы видим, что с левой стороны у нас появляются кавычки. Причем у меня стоял InSelection, то есть первые 3 строчки не задеты. Теперь делаем то же самое, только добавляем двоеточие и запятую. Только не забываем начало строки поменять на конец строки. Делаем Replace All, и мы видим, что во всех строчках в конец строки добавилось двоеточие точка. И теперь мы можем ставить наш массив прямо в ASI, пойти в конец самый и просто нажать Enter. Что произойдет? PowerShell обнаружит в своем тексте просто массив и просто выведет его на экран в том порядке, в котором он у нас на экране. И если мы скажем Sort, то в принципе ничего не поменяется. То есть отсортировано будет неправильно. Так в чем фишка-то, спросите вы? Ты нам уже про свой Notepad рассказывал тут. Друзья, я рассказываю про Notepad, потому что это реально клевый курс и реально клевая тема. И вот всякие вот такие штуки, когда нужно редактировать строки, что-то там где-то менять, они там делаются очень просто, очень классно. Главное пройти курс до конца, потому что главная фишка курса именно в заданиях. Так вот, чтобы отсортировать правильно, существует такая небольшая хитрость. Поскольку это цифры внутри строк, то используется хитрость под названием System Version. То есть System Version — это тип данных, именно системные версии. Благодаря преобразованию System Version этого массива у нас получается очень красивая и классная сортировка IP-адресов с помощью PowerShell. Хотя это хитрость, потому что к IP-адресам это не имеет никакого отношения, это имеет к типу данных системная версия, ну версия программного обеспечения, но можно использовать как лайфхак, и здесь это работает. Лайфхак номер 9 – это быстро сгенерировать пароль. В чем сила, брат? Дело в том, что я как-то съездил на курсы белых хакеров очень давно. Я был просто поражен от того, чему учат на этих курсах и насколько просто взламываются системы, как просто подбираются пароли. Если честно, то я сидел всю неделю просто с открытым ртом, потому что я не мог поверить, что так бывает. Поэтому, когда я вернулся с курсов, я переделал все свои пароли, и пароли у меня все уникальные. И частенько бывает ситуация, когда вам нужно сгенерировать пароль, и хорошо, если у вас есть какой-то онлайн-генератор, и вы просто это делаете, но у нас есть под рукой PowerShell, никуда заходить не надо. И у меня есть несколько конструкций, с помощью которых можно генерировать пароли, и я хочу их показать. Например, есть такая конструкция, которая у меня хранится в OneNote, но можно ее сюда вот в аддоны засунуть и в ASI использовать. Можно использовать следующую конструкцию, которая тоже выдает какой-то пароль, и параметры можно менять на те символы, которые вам нужны. А еще есть стандартная библиотека SystemWeb. Если мы ее добавим, то мы сможем генерировать пароли, используя вот такую конструкцию. Так что можете выбирать любой способ. Можете модифицировать ASI и прямо сюда добавлять, чтобы не надо было лазить в OneNote. И, кстати, где вы храните все эти скрипты, которые вам нужны? У вас что, в своей библиотеке есть? Если напишите в комментариях, буду благодарен. Ну и последний лайфхак на сегодня – это форма для набора команды. У нас есть такое чудо-командлет, которое называется Show Command. Набираем его, и мы получаем окно с командами, в котором мы можем набрать командлет, нажать Enter и можем прямо в форме вводить. Параметры для этого командлета можем копировать, можем сразу запустить, и он нам ставит то, что мы набирали в форме, можем сразу вставить в PowerShell. Может быть, для кого-то это будет удобно. Можем сразу указать командлет и уже в графической оболочке, потому что кто-то, может быть, привык набирать параметры. И у этого командлета есть алиас shcm. Можно использовать его. Такая возможность есть, ее можно использовать. И в своем курсе по message трекингу я показывал, что show command можно использовать с командой, например, get message tracking log. И тогда все параметры можно будет и отправителя, и получателя, и event ID
и тему сообщения можно будет вводить здесь, в графическом окошке, а потом просто запускать. Согласитесь, что это тоже удобно. Я надеюсь, что трюки вам понравились. Конечно, может быть, что-то вы уже знаете, какие-то из трюков вам кажется, что они уже знакомы, они очень легкие, они для совсем-совсем новичков. Ну, я старался. Поэтому, если видео понравилось, ставьте лайки. Если что-то не понравилось и, может быть, я где-то что-то наврал или не досказал, напишите в комментариях, и сделаем это видео лучше. Если вы еще не являетесь участниками нашей прекрасной группы, посвященной Microsoft Exchange в Фейсбуке, присоединяйтесь. Если вы не являетесь участником нашего теплого лампового чатика в Телеграме, посвященного Exchange и всему-всему-всему, приходите туда, ссылочки в описании, как всегда. Ну а я пошел заниматься курсом и думать над темой следующего видео. Все, всем пока!